Всем привет! Сегодня хочу показать, как можно сделать вот такой брелок из 3 цветочков состоящий. Так он выглядит сзади. Размеры у меня небольшие, получились около 25 сантиметров. Можно сделать тут по своему вкусу. Нам потребуется для брелка колечко, шпагат зеленого цвета у меня 4 миллиметра и желтого 3 миллиметра. Бусины, естественно, для декора, какую-то подставку, чтобы крепить, крючок, чтобы продевать шпагат, ножницы. Отрезаем для начала 2 отрезка по 170 сантиметров, складываем их напополам и лицевым креплением в колечко наше надеваем. Кольцо, кстати, можно использовать и просто деревянное, обычное, не обязательно вот такое, как для брелков. Но я решила, что у меня это будет как брелочек. Надеваем 2 отрезка, как сейчас показываю на видео. Далее прикрепляем к нашей подставочке. И сейчас будем использовать желтый наш шпагат, второй цвет. Его также напополам складываем. И сейчас проделаем цепочку из квадратных узелков. Смотрите внимательно, как я буду крепить. Сначала делаю дугу слева, потом нить буду заводить, которая справа, поверх, и через заднюю стенку всех зеленых нитей проводить в дугу. Это у нас начало нашего квадратного узелка. И сейчас мы сделаем в другую сторону. Дуга у нас будет справа, нить слева поверх и в дугу. И потом еще последний разок сделаем с другой, с левой стороны опять дугу. Справа нить положим поверх и проведем в дугу. И так будем делать между цветочками вот такую вот цепочку из квадратных узелков. Далее мы желтые нити складываем друг на друга и в разные стороны уводим. 4 зеленых нити разбиваем по 2. И сейчас будем заводить в разные стороны на 2 желтые нити. 1 и 2. С одной и с другой стороны, да? И далее нам нужно равномерно подтягивать желтые нити и зеленые. Здесь у нас шпагат, он довольно капризный в применении, в использовании, поэтому будьте аккуратны, подтягивайте максимально так медленно. После этого мы начнем плести узлы фриволите на нашу желтую нить одной из зеленых. Складываем поверх первый раз, а второй раз по низу проходим и в петлю продеваем. То есть это узелок на фриволите. Вот прошлое видео, если смотрели, там я только такие узлы и плету. Сначала складываем зеленую нить поверх желтой, а потом по низу желтой и закрываем. У нас получается, как будто бы мы лицевое крепление делаем. С одной и с другой стороны повторяем то же самое. Так, а далее у нас есть зеленые нити, которыми мы не оплетали ничего, они как бы по центру идут. И сейчас с помощью крючка я буду продевать бусину. Я уже говорила, что шпагат капризный, вот тут аккуратно, потому что можно потянуть, не захватив все нити, и он там начнет вам показывать себя в действии. Продеваем бусину и будем закреплять точно так же, как мы делали вверху. Складываем 2 желтые нити друг на друга, в разные бока уводим и зелеными нитями по 2 в одну и в другую сторону. И также подтягиваем равномерно, чтобы все получилось довольно симпатично и красиво. Подтянули все и переходим опять к следующему нашему цветочку. То есть первый готов, как мы и начинали. Делаем сначала 3 квадратных узелка, получается, вот в самом начале, да, мы делали дуги желтым цветом. И потом переходим к наложению друг на друга желтых нитей, зеленые
складываем по 2, выводим и продолжаем так делать. На видео, я думаю, все будет видно и понятно. Делаем 2, либо 3 цветочка, либо насколько хватит нити, и вдруг вы отрезали намного длиннее. Я вот сделала 3 цветочка и сейчас буду заканчивать. И мы делали с вами желтым цветом промежутки по 3 узелка, а я сделаю просто их немного больше, около 5 или 6. Это будет завершение, как бы закрепление всего моего брелка. И отрежу потом хвостик, тоже на свое усмотрение.
Ну что, наш брелок готов. Конечно, можно использовать другие цвета поярче, и можно использовать не шпагат, но надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на канал и до новых видео. Пока-пока.